Ракетный удар по Польше. Сирены, взрыв и экстренное поднятие авиации. Будет ли ответ НАТО? Масштабные перестановки в Генштабе и крупная операция спецслужб. Увольнения и обыски по всей стране. Исторический момент. Тысячи силовиков в центре столицы. Военные взяли власть в свои руки. Президент передал полномочия. Крупный российский регион на грани катастрофы, режим ЧС и обращение властей к жителям. Армия выведена на улицы. Об этих и других событиях к вечеру 30 июля. Четверг подходит к концу. Собрали для вас ключевые события дня. Это «Нехта». С вами Дарья Петрова. Начинаем. Взрывы не утихали часами. Россия запустила больше 350 целей по украинским городам. Одна за другой тревоги включались в 10 областях разом. Минобороны России цинично заявила, что отработала по военным аэродромам, предприятиям ВПК и логистике. Об угрозе массированного удара предупреждали еще с вечера и украинский президент, и мониторинговые каналы. Люди заранее спускались в метро, чтобы переночевать там в безопасности. Но укрытий на всех не хватило. Некоторых киевлян не пускали внутрь прямо во время самой атаки. Сильнее всего досталось Львову. Пострадало более 30 человек, среди них дети. Повреждены более 20 жилых домов, школа и 2 детских сада. Так выглядит прямое попадание ракеты. В Криворожском районе россияне убили многодетную семью прямым попаданием «Искандера» в жилой дом. По меньшей мере погибло 7 человек, из них 4 дети. В Полтавской области под удар попали склады и терминал Новой почты. Есть погибший. В Киеве и области погибший и 7 раненых. Всего этой ночью Россия убила по стране 8 человек, десятки ранены. И все же украинские военные совершили почти невозможное. Сбивали крылатые ракеты даже силами мобильных огневых групп, сообщил Зеленский. По его словам, задержки с поставками от западных партнеров все чаще оборачиваются страшными человеческими жертвами и разрушениями. Отголоски удара долетели и до НАТО. Польша поднимала истребители во время массированной атаки по Украине. В Люблине звучала сирена воздушной тревоги. Наземные системы ПВО и радары привели в готовность, но российская ракета, судя по всему, все равно залетела в воздушное пространство и упала в Люблинском воеводстве. После мощного взрыва в поле нашли воронку и обломки в 2 километрах от жилых домов. К версии, что это была именно российская ракета, склоняется польское правительство. Премьер Туск срочно сорвался с графика и выехал на место лично. Глава МИД Украины Сибига заявил, что границу Польши пересекла российская крылатая ракета Х-101. Пока Путин не жалеет денег, чтобы убить очередную украинскую семью, в его собственной стране целый регион оказался на грани катастрофы. Из-за сильных паводков в Тюменской области река вышла из берегов, введен режим ЧС, а вода в кранах стала попросту опасной. Больше недели люди сидят без нормальной питьевой воды. В самой реке массово гибнет рыба. Уровень воды подошел к отметке 915 сантиметров, вплотную к историческому рекорду 1979 года. Укреплять берег согнали солдат. А дошло до того, что мэр призвал строить дамбы самих горожан. Рук не хватает. А что же Кремль? Жители обращались и к Путину, и к Бастрыкину, но реакции ноль. Что ж, когда все деньги и внимание уходят на войну с соседями, на собственных, тонущих в нечистотах граждан, их уже не остается. Украина ответила асимметрично. Не по людям, а больнее. С новых точек на карте началась ночь для Wildberries. Под Пензой загорелся логистический комплекс маркетплейса, один из крупнейших в стране. Почти 180 тысяч квадратных метров. Губернатор назвал случившееся терактом. Жителям велели закрыть окна и не выходить. В регионе вводили план ковер. Самолеты экстренно сажали. Правда, судя по прилетам, ковер тут скорее вышел хлебом-солью. 11-й? Да. Сказать 9. Досталось и складу в Сарапуле, в Удмуртии. Там было минимум 2 удара. В самой компании, как обычно, сообщили о заблаговременной эвакуации сотрудников. К слову, этот склад стал самым дальним из всех пораженных Украиной. А сама атака стала уже 12-й с 18 июля, когда украинские дроны принялись методично выбивать логистику крупнейшего маркетплейса страны. Командующий украинскими силами беспилотных систем прокомментировал в своем фирменном стиле. Посылка не придет ни с дроном, ни с вибратором. Отныне ни в Пензу, ни в Красную армию. Простите, в Удмуртию. Но одними складами ночь не ограничилась. Под удар попал и Краснодарский край, где расположен нефтяной терминал «Тамань-нефтегаз». А в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили об атаке еще на 2 связанных с ним танкера. Напомним, что ранее Вашингтон просил Украину не трогать ни российские танкеры в Черном море.
Спасти и сохранить Россию. Занятная логика от Дмитрия Медведева. Зампред Совбеза заявил, что сделать это теперь можно исключительно победой в войне против Украины. По его словам, страну со всех сторон испытывают на прочность, давят санкциями, которых, как сказал Медведев, уже около 30 тысяч, больше, чем на ком-либо в истории. А Запад де-факто использует Украину как таран, чтобы уничтожить Россию. Спасение он видит одно – всем собраться в кулак, занять одну позицию и победить. Мы живем в чрезвычайно сложное время. Это банальность, но это так и есть. Вот на долю всех вас, а вы молодые люди, я уж про нас не говорю, мы тут люди уже совсем взрослые, выпала эта тяжелая година. По сути, нашу страну испытывают на прочность. Тут, правда, напрашивается простой вопрос, который сам Медведев старательно обходит. Как же так вышло, что до февраля 22-го существованию России ничего не угрожало? Угрозы развала точно не было. А стоило самой напасть на соседа, и вдруг оказалось, что страна на грани гибели. И спасет ее только новая кровь. Может, дело не в коварном Западе, а в том, кто эту войну развязал? Тяжелая, но не самая страшная потеря. Украина лишилась еще одного важного самолета. Потерян истребитель F-16, уже 4-й с начала поставок. Во время боевого вылета на перехват российских целей на борту, по данным воздушных сил, возникла нештатная ситуация. Пилоту пришлось катапультироваться, самолет разбился. Летчика успешно эвакуировали и отвезли в больницу на обследование. Ни разрушений, ни жертв среди мирных на земле нет. А техника, она техника и есть. F-16 при всей его ценности заменить можно, а человека нет. И то, что пилот спасся, здесь важней любого борта. Причины ЧП пока выясняют. А россияне уже злорадствуют и ведут счет, почему-то забывая, что на 5-й год Большой войны Россия потеряла господство в воздухе даже над собственной территорией. Но у них все под контролем. Уточняли бы, под чьим. Масштабные перестановки. Порядок наводят сразу на 2 фронтах – командовании и военкоматах. Новый украинский главком Михаил Драпатый провел первые кадровые перестановки. Под них попали в том числе люди из команды Сырского. Уволены начальник штаба сухопутных войск и командующий силами логистики. Заодно Драпатый вернул на позиции тех, кого при прошлом главкоме задвинули. Одновременно Государственное бюро расследований вместе с Генштабом провело масштабную спецоперацию с говорящим названием «Честный призыв». Следственные действия прошли разом более чем в 100 территориальных центров комплектования по всей стране. Основное внимание на фактах помощи уклонистам за деньги и превышение полномочий сотрудниками военкоматов, вплоть до избиений и пыток призывников. В ГБР подчеркивают, это не реакция на один громкий скандал, а системная чистка. Ожидаются задержания и подозрения фигурантам в разных регионах. Как метко выразились правоохранители, для многих в военкоматах сегодня настал чистый четверг. Ордер на арест президента. Обвинение в организации вооруженного восстания и терроризме. Генпрокуратура Боливии всерьез взялась за бывшего лидера Эво Моралеса, что был у власти 1,5 десятка лет. Нынешний президент Родриго Пас напрямую обвиняет его в протестах, которые почти 2 месяца назад парализовали страну. Десятки заблокированных дорог, дефицит топлива, продовольствия и лекарств. Тогда пришлось вводить чрезвычайное положение и стягивать полицию с армией, чтобы разгонять баррикады. Сейчас Моралес скрывается, засел в своем политическом оплоте бедном сельском регионе Чапаре. И это уже не первая его тяжба с законом. 2 года назад на него выдавали ордер по делу о торговле несовершеннолетними. Обвинение Моралес отрицает. За громкой отставкой министра, похоже, скрывалось куда больше, чем казалось. Экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров впервые после ухода дал большое интервью. Первым делом развеял слухи. Никакого ультиматума Зеленскому он не выдвигал. Ушел вместе со всем правительством. А протесты в его поддержку начались уже потом и стали для него неожиданностью. Истинную же причину увольнения он связывает с другим. Взялся наводить порядок в оборонных закупках и, похоже, наступил на чьи-то интересы. Личный конфликт с тогдашним главкомом Сырским Федоров отрицает. Разногласия были не личные, а мировоззренческие. Заодно опроверг слова Зеленского, будто они не могли общаться без президента-посредника. Объяснил и то, почему отказался вернуться в правительство на другие посты. Занимать какую-то декоративную должность я не буду. По сути, это как советник, который может подсказывать системе, как работать, но у тебя нет возможности собрать команду и повлиять на реальный результат. Вернуться он все еще готов, но только как министр обороны. И, судя по всему, дверь для диалога с Зеленским пока не закрыта. У нас не было финальной точки в наших разговорах, и поэтому ради интересов нашего государства мы должны выйти из этой ситуации правильно.
Тысячи военных, полицейских и пожарных вышли на улицы столицы. Нет, это не переворот и не мобилизация. В Перу отметили День независимости, а заодно и исторический для страны момент. Пост главы государства впервые в истории заняла женщина Кейко Фухимори. Едва приняв присягу, она возглавила военный парад в Лиме и официально стала верховным главнокомандующим. Приняла под свое начало армию и полицию страны. Мне кажется, что Кейко Фухимори настроена сделать все, чтобы ее слова об обеспечении общественной безопасности не остались просто обещаниями. Я думаю, она добьется успеха, и искренне надеюсь, что так и будет. Избрание Фухимори еще один штрих к тому, как Латинская Америка все заметнее меняет свою политику. Один за другим там приходят к власти лидеры, что выступают за тесные связи с США и жесткую руку в борьбе с преступностью. Настоящие враги сильны, и проблемы, стоящие перед Перу, также весьма серьезны. Во время действия режима чрезвычайного положения вооруженные силы будут временно принимать на себя руководство операциями по обеспечению безопасности и поддержанию внутреннего порядка. Напоследок о хорошем. В зоопарке Тайбэя дебютировали 2 красные панды, и посетители тут же выстроились в очередь сфотографироваться с новыми звездами. Зовут их Леле, что означает «счастливый», и Тянь-Тянь – «сладкая». Имена объявлял лично мэр Тайбэя. Пушистики приехали еще в начале лета и целый месяц привыкали к новому дому на карантине. Правда, из-за жары гулять на публике панды пока выходят по очереди, чтобы никто не перегрелся под софитами всеобщего обожания. Тянь-Тянь более осторожна, поэтому поначалу она держалась на расстоянии. Но пробыв здесь уже почти 2 месяца, связь между животными и зоопарком укрепилась. Так что они очень хорошо адаптировались здесь, на Тайване. Пару передали в рамках соглашения об обмене красными пандами, подписанного на Шанхайско-Тайбэйском форуме. Цель – вместе сохранять исчезающие виды и беречь биоразнообразие. На этой пушистой ноте и попрощаемся. Спасибо, что были с нами. Увидимся уже утром с новым выпуском «Команды Нехта».